Всем привет, продолжаем проходить Elden Ring. На прошлом стриме добрался я до Малении, которая клинок Микелы, но убить ее так и не получилось. Довольно-таки сложный босс, он в принципе не сюжетный, но почему бы его не пройти. Вот. Будем пытаться ее завалить, потому что это как бы челлендж, это испытание как бы довольно-таки интересное. Так, значит, что? По снаряжению я поставил все-таки вот эту вот маску, потому что она увеличивает мудрость. Ну, 3 таких этих. 4 амулета. Пойдет, я думаю. Давай-ка мы Тихею поменяем на каплю. Прах ложной слезы. Попробуем с ним. Ну и вот эти вот пилюльки, накопления красной гнили. Глядишь, может и пригодится. В общем, будем пытаться проходить, что. Кстати, у меня омут активен. Если что, попробуем каких-нибудь других игроков призвать, если уж совсем будет не получаться. Так, по заклинаниям, только лунный клинок, который лупит морозом, более-менее себя показал. Вот, так что, все, поехали. Сразу же, каплю. Она отнимает у меня ХП. Переключаемся. Поехали. У нас этот товарищ, которого я призвал, он лупит кометой Азура. Вот типа того. Правда, отвлекает не очень эффективно. Давай, мужик, ща мы ее заковыряем вдвоем. Так, мы прям на нее насели. Вот, шарик пошел. Шарик, это больно. Бля, у меня опять мана кончил. О, мне почти каплю мою вынес. Ах ты, падла. Блин, а вот за каплю обидно, конечно. Ну и все, и мне, короче, хана пришла. О, нифига, я и с подачи ее вынес просто. Почти все здоровье. А как так, я не знаю. Давай, вторая фаза. Надо научиться переход на вторую фазу делать. Да, уже бьемся, а что откладывать-то? Переход на вторую фазу надо научиться делать. Бежать сюда. Я не успел. Давай еще раз попробуем. Странно, почему у меня капля сдохла раньше времени. Видимо, у него не так много здоровья, чем у Тихеи. Возможно. Кстати, капля всегда по-разному у меня действует. Этот прах ложной слезы. Он по-разному всегда оружие достает. Но как максимально пытается урон нанести. А вот с количеством здоровья что-то непонятно. Подвисла игра, подождем. Я думал, она побольше проживет. Все-таки надо учиться вот именно переход. Начало второй фазы надо учиться уходить от этой вот шотающей атаки. А потом уж как повезет, я не знаю. Ну, вторая фаза еще гораздо жестче, чем первая. Там она потому что призывает еще чуваков разных, красную гниль накладывает. В общем, делает просто все, что хочет. Давай еще раз каплю попробуем. Что-то мне вот эта ситуация не очень понравилась. Блин, я не то выпил.
Давай, мужик, вдвоем сейчас ее лунными мечами ее запердолим. Капля. Ай-яй-яй, понятно. Но это ульта. Тут ничего не сделать. С ульты можно только случайным образом уйти. Перекатами или бегом, ну, скорее бегом надо пробовать. Но если ты начинаешь ее лупить, и она сделала ульту, то у вас анимация не совпадает, и тебе хана. По-моему, сейчас капля чуть-чуть подольше прожила. По идее, надо такой расклад сделать, чтобы капля начала использовать не комету Азура, а прямо вот с этой каплей. Прямо с меча, чтобы начинал. Басец-то у нас ошибок не прощает вообще никак. Давай, давай, давай. Половинку-то их шибли. Ульта пошла. Как-то вот сносим мы ей вроде как уверенно, но лупит она тоже неплохо. Скорее всего, ну, так как прах ложной слезы у нас делает повторного такого же персонажа, какой у тебя имеется, возможно, так как у меня здоровья не очень много, поэтому она быстрее сносит его, чем Тихея. Надо пробовать. Да, блин. Ну как, я пободрее смотреть. Она пободрее смотрится, когда такой же меч, как у меня, достает. А вот когда она с кометы Азура начинает, понятно. Она его лупит, вот видишь, он лупит и лупит ее. Но она не попадает. Потом, когда до этой капли доходит, то что надо тоже меч достать и лупить так же, как я, тогда да. Либо эту падлу надо отвлекать чисто на себя, чтобы он конкретно лупил вот своим этим азуровским лучом. Да. mr.тостер. Поставь меч первой магии, а комету второй. Так и есть. Так и есть. Комета чисто стоит сейчас комета и клинок. Все. Я вообще все лишнее из инвентаря убрал, чтобы ничего не путало. Вот мы как. Колбасим ее. Тихо, давай. Блять, ульта пошла, ну твою мать. Короче, в течение часа я пробую своими силами лупить. Если нет, кого-нибудь призываю. Может быть, рядом есть игроки с более подходящими обилками, типа кровосток, притягивание к себе, там вот такие вещи. Потому что мечи Радана, я знаю, притягивают эту падлу к себе, то есть ее можно держать в определенном радиусе. И можно как-то ей так урон наносить. Посмотрим. Это как бы этот какого. Не мужик на петухе, с которым я 2 недели сидел.
Я думаю, все гораздо прозаичнее. Вот наваливаем мы ей неплохо в паре. Попадал бы чувак. Блять. И я бы уворачивался. Просто ей пытаешься быстрее напихать, и отсюда влетаешь на ее удар. Этого же фолзлайки не любят, по идее. Там типа удар, 2 переката, вот такие в основном вещи-то пользуются. Ну и, блин, тоже давать ей долгой жизни вариант. По-моему, она свою ульту пользует, если я не ошибаюсь, каждую треть здоровья. Или каждую 4-ю часть здоровья. А может вообще рандомно это делать. Хрен его знает. Короче, по-моему, как таковой формулы к ней нету. Есть только удача и стечение обстоятельств. Страдают, потому что на ней практически все. Вот именно из-за этой ульты. Так, она ко мне идет. Твою мать. Капля стоит и долбит просто комету Азуру. А, не попадает. В основном не попадает. Бам-бам-бам. Так, давай попробуем не напихивать прям ей полный карман. По чуть-чуть. Чтоб прям не спамить ударом. Так, потрошечку. Раз. Оп. Вот она пиздов сейчас получила и отлетела сразу же. Идет ко мне. Опять удар. Ага, бросилась на этого. Вот, он достал какой-то меч, кстати. Не, она его грамотно тоже отмудохивает. У моего жира NPC мало. Моего NPC жира мало. Но если его неплохо защищать, то у нас типа есть все шансы. Он ни хрена ее откинул неплохо так. Она на меня сейчас бежит прям. А нет, она решила отомстить ему. Ой, ульта вошла. Причем эту ульту не сбить, ничего. Давай, последний удар. Он ее добил. Ок. Так, сейчас вперед бежать прямо. Давай, да, блядь, он взял, присел. Так, ну окей, я выжил. Давай. 2 луча. Ах ты, падла. Кстати, я еле ушел. Что происходит? Я, блин, я волнуюсь, короче. Я вообще все не то сделал. Я остался без этого, без капли. Ну, не хана. Надо, чтобы капля более живучий был. Прям, чтобы она у него все здоровье не расходовала. Но хотя бы первый раз получилось начать вторую фазу с не с ваншота. Капли жира мало, потому что его мало у меня.
Ну, как ее наказали неплохо, да? Вот та пошла. Ну да. Давай попробуем кого-нибудь призвать. Что-то как-то, я не знаю. Я рассчитывал на капли, но ему жира не хватает. Вот, тут ожидаемо никого нету. Пошли дальше посмотрим кого. mr.toaster. Если бы Дакабы ты умел в менюинг, то мог бы сначала одеть тяж шмот, призвать каплю, потом переодеться назад, было бы круто. Да, ну она столько времени не даст, пока ты все шмотки поменяешь. Так, это у нас кто? Двуручник какой-то? А, вот еще. А, нет, подожди. Да, маг какой-то. Попробуем. Джелли. Приветствую. Он тоже с этой, с посохом гоняет. mr.toaster. Спидранеры так могут. Наверное. Спидранеры вообще много чего могут. Здорово, мужик. Я смотрю, у тебя жена веселая попалась в него. Пошли воевать. Да. Нахуй достал. Он тоже луну кастует. Ну такой себе чел. Ну, кстати. По-моему, у нас неплохие шансы. Тихо, 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 ну. Полетела она меня. Принять просто. Тихо. Долго пил. Она, походу, от меня покилилась, сучка. Чувак, добивай. Добивай, вторая фаза будет. Хорош. Сейчас главное мне не сдохнуть. И у нас, я думаю, все получится. Чему меня камеру развернуло? Давай, быстро. Херачиваем. 2 луча. Как-то странно она себя ведет. Ой, я как-то от ульты ушел почти. Она хотела меня шотнуть, сучка. Тихо, 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 ну. Ах ты гнида долбаная. Как она меня достала? Мы бы сейчас ее завалили. Короче, вызываем Джелли по возможности. Чувак шарит, как ее лупить. С каплей я бы, наверное, еще дольше парился. Ну, чел хотя бы грамотный. Кто? Не тот. Тоже не тот. Да, походу его сейчас уже не найти будет. Блин. Очень жаль. Мы бы с этим чуваком повоевали. mr.toaster. Да, парняга вроде могет. Ну, он хотя бы понимает, как идет лекать.
Таман 72. Привет, лайк. Здорово, спасибо. Вот, давай этого кидаю. Милишники ее будут бить только в том случае, если он сделал один удар и 2 переката. Тогда она по скрипту начинает действовать. Здорово, мужик. О, он двуручник. Здорово. Пойдем. Пойдем лупить эту падлу. Но если он двуручник, то, наверное, пускай у него жира будет много, и мы сейчас ее напинаем. Видишь? Не. Милишнику очень тяжело с ней. Он сносит-то всего и по 5 Я так понимаю, что это его лучший удар. Блять. 800, 500. Как он ее убивал, интересно вообще? Он даже ее не травит ничем. Он, наверное, 2 недели ее ковырял просто и тогда случайно прошел. Не знаю, либо в помощь просто. Ну, большим мечом сносить 500 такое себе вообще. Я думаю, чувак зря здесь знак призыва оставил. Ну, а сейчас Джелли этот появится. Это он где-то тут был. Алекс. Кстати, он маг. Ну-ка, давай Алекса попробуем. Он в этом, в костюме Лусата. Тут с топором чувак стоит. В мотках Родана. А он сразу же скипнул, да, шибись. Решил не драться, короче. Кто-то вообще в капюшончике тут. С когтями. Серьезно, наваление с когтями. Психопат какой-то. Ну давай, кстати, попробуем. Что за когти такие хваленые? Я не знаю, может быть это мега ульта какая-то? Я сомневаюсь. Если двуручник, то 5 ей сносит. Это наоборот. Если ты берешь жирного чувака, то есть, то это лишняя подкормка, по-моему, для нее. Если он наворачивается хреново. Здорово. Пойдем, посмотрим. Кто-то есть такой. Молится что-то. Я думаю, то, что с когтями это просто, ну, как бы... Чисто на уворотах, чувачок. А, вот у него в чем магия. Ебанутый мультиминус. Лапка не двигалась, не жарит, только время потерял. Так, подожди секунду, я... Не могу, да, блядь, пиздец. Ебанутая мультиварка, нифига, лук не жарит, только время потерял. Так а ты, наверное, на этот, как его, поставь на жарку. Там есть такая функция. Именно поставь на жарку. Должно, по идее, все получиться. Нет, так еще может какие-нибудь режимы. Главное, чтобы режим был этого сильного огня. Ну а если нет, просто возьми по этот на мульти. Что ты, блин, на сковородке пожарь, да и все. Так, ну слушай, челик с когтями вроде неплох тем, то что этот какой. То что он травит ее какой-то гнилью или что-то чем-то таким. Бьянка. Он прям гниль накладывает, классно. А еще попробуем с ним. Поставил со сковородкой фигня. Поставил, но в сравнении с сковородой фигня.
Ну да. Ну, блин. Мультиварка это и мультиварка, по сути. Нельзя вот просто все функции сразу же заменить. Хотя вот у меня, допустим, вполне нормально жарит. Сучка. Вот падла, а. Догоняет все равно. Хотя я, наверное, тоже ударами этими спамлю. Тороплюсь. Килограмм лука. Но, кстати, да. Тостер. Возможно. Может, это еще связано с тем, что я туда почти кило лука кинул. Потому что лук уделяет же много воды, во-первых, при температуре. И он это как... Он у тебя не жарится, он у тебя варится, потому что его до хрена. Пьем. У этой джели магия, кстати, неплохая. Вот. Я так понимаю, это молитва. Наводящиеся молитвы у нее. Ах ты ебаная курва. Не очень эффективны молитвы. Что-то сносит, но как бы так. Давай еще разок призовем, если нет, давай кого-нибудь другого попробуем. Что-то как-то это... О, ну-ка, звать помощники нельзя. Он типа отказался участвовать. Ну, знаков тут до хрена, кстати сказать. Все хотят ее лупить, но за нее денег, кстати, много дают. Все, понятно. Надо же, она от ульты уходит. Круто. О, чуть не встрял. По-моему, я не вовремя, да, очень исполнил сейный трюк. Так, блядь, не попасть в этот Хадукин. А, все. Гражданочка один раз увернулась, короче.
А второй нет. Ну я покойник. Да, что-то про Хадукин-то я немножко того самого. Та-та-та, я на гниль напал. Близко подошел к ней. Не, ну, с ней в соло я не жилец, это точно. Надо было много хп себе качать, а не магию, хотя... Давай еще раз. Еще раз Джелли призовем. Ой, не Джелли, а это. Джелли отказывается. Может быть, с онлайном у него проблемы. Неплохо то, что вот эта дамочка умеет уворачиваться от ульты. Главное вовремя переключаться между Хадукином и ничего. Тарарарам, тарарарам-пам. Иди сюда. Иди сюда. Кстати, интересная магия. Она ее чем-то травит так сильно. Ну, как раз на гнили, это понятно. Это ульта? Ульта. Она ее догонять не может, не успевает. Пошла в очко со своей ультой, сучка. Хадукин надо очень бережно пользовать, чтобы осталась манна. Черт. Ближе надо. О, ща я ей долбану как следует. А чё она ушла-то? Она ее убила, что ли, я не пойму. Ну и все, и жить мне 2 понедельника осталось. Ух, ваншот вообще. Я не заметил, она ее убила или как? Почему она ушла в свой мир? Мы же ее почти завалили. Я еще раз попробую эту Джелли призвать. Вроде как в кооперативе получается ее бодать. Если опять ливанет, тогда больше призывать не буду. Ага. А и знак призыва, да, исчез? Нет. Походу она ее долбанула все-таки. Второй раз, по-моему, она попала по ней, поэтому напарник погиб. Идем? Вроде идем.
Давай свои шарики сначала, да? Вот. Я вдогоночку. Раз. Два. И как, блять. Просто в 2 удара она тебя убивает нахрен. Вообще двинутый босс просто. Ну тут плюс еще замах вот этот долгий у ледяного меча, который нельзя отменить никак. То есть, по-моему, если комету Азура можно как-то отменить, то меч уже нет. Так, Джейли исчезла, да? Ну ладно. Дай какая-нибудь другого. ДК Сильва. Пойдет. Я, кстати, не посмотрел, что он там. Что за оружие у него? Здрасте. Два меча у него. Подожди, а что, можно еще кого-то призвать? Давай, лишним не будет, сейчас мы напинаем троечка вообще. Ну а что делать? Хидетака мог себе позволить ёбнутого босса сделать, которого 2 недели надо ковырять. Будем призывать помощника. Да, серьезно, можно втроем даже. Только что-то ребята одинаковые попались. Все, вы все готовы? Вы все бухнули то, что надо. Пойдем. Что происходит? Хреново то, что они оба с палками. Кстати, босс тоже жирнее. Так. А давай, Хадуки. Была не была. Не. Хадукин надо не тут. И заковыряли чё? Кладчину. Ну-ка давай, стой. Стой на месте. Такое. Ай, валить надо. Ай, бежать надо. О, а теперь добивать. И еще разок. Давай, давай, мужики. Сейчас добьем. Хорош. Подохла, падла. Короче, втроем самая тема ее завалить. Это призрак настоящего повелителя. Все, всем спасибо, все свободны. Поклон вам. Низкой. Великая руна молений. Воспоминания богини гнили. 360 тысяч за нее дали. Круто. Ну, особо даже не запарились. Чё, мне так жаль, я наконец встретила достойного соперника. Да иди ты в жопу. 2 дня у меня мозги полоскало. Но. Сетевая игра. Я здесь тоже знак призыва.
забацаю. Пускай меня тоже призывает. Ну вот. Я хочу за одну подачу снимать по 360 тысяч. Ладно, может кто-нибудь призовет. Давай левел поднимем. А какой, интересно, левел? Что поднять такого? Жизненную силу, может? Вас призывает другой. Я даже сесть не успел. Зашибись. Давай, моление, ковырять еще. Дубль 2. Чувак, надо сразу стопудово там 2 фантома призывать. А то она ёбнутая. Да. Здорово, мужик. Че присаживаешься? Дурной, что ли? Пошла жара. Да, закрепляем молению, короче говоря. mr.тостер. Пошла жара. Вот только фляжек у меня немного. Че, мужик? Он еще кого-то призвал. Ну, Джага-Джага. Джага-Джага. Давай на троечка сейчас еще ее распишем. Заходи. Хадукен. И еще Хадукен. mr.тостер. И буха прям комком кто-то захуярил. Она просто как ребенок умирает. Так, а мне же надо полечиться, да? Давай, все, хорош, первая фаза кончилась. У них мечи крутые. У них этот, как его? У них этот, у кого-то катана. mr.тостер. Ты просто... О, Хадукин долбанул. -1. Кому-то не повезло. Кстати, у меня магии больше нет. У меня манна. Когда тебя призывают в другой мир, у тебя манны 4 фляжки всего. И делай, что хочешь. Так что я, чувак, тебе не помощник, а он и сам подох. Печалька. Жаль этого добряка. Да, просто ММО. Надеюсь, у меня души не заберут. 360 тысяч. Я даже качнуться не успел. Бабки, где мои? Все нормально. Че качать-то? Жизу. Давай, жизнь. С амулетами я вроде плюс-минус разобрался. У меня еще 129 тысяч. Подожди. Ну так вот, опа. Полтишок еще прилетает. Сейчас мы еще тут наковыряем, глядишь. Вот этот вот 3 штучки бахнем. Ну, да. Ой, нихуя, 105 тысяч. Что-то перебор, походу, да? Я немножко пережрал рун. Так. Я жизу, да, качал? Давай, наверное... Инту. Давай. Силу. Я даже не знаю, что качать. Скорости нету такого. Тут есть только выносливость. Персонаж действует... mr.тостер. либо быстро кастует заклинание, либо этот какого. Либо быстро кастует заклинание, либо медленно. Так, стойкость. Ну, это чисто вес снаряжения. И выносливость. Давай-ка стойкость накачнем. Будет у нас... mr.тостер. Ловкость. Ну, ловкость. Блин, я не знаю.
Ловкость так-то до 30-ника. Быстро кастовать, максимально быстро кастовать не получится. Тут хоть усрить просто. mr.toaster. Быстро кастовать. Он будет кастовать все равно так или иначе с одним определенным скоростью. Прямо вот чтобы мгновенно тебе что-то прилетало. Нет, такого не будет. Че, они дураки, что ли? Ты же должен страдать еще. Не забывай, камон. Это была тут катанка такая, с которой чел этот бегал. Ну, по-моему, у меня нет такого пепла, чтобы ее поставить на кровосток. Реки крови. Вот эту катану надо. Она от силы, от ловкости скалируется и в счет колдовства. Мне колдовства не хватает. Тогда что? От мудрости у нас вот это скалируется. Вот это. Резоннее вот это качать. Ладно. Если что, ресурсы есть, как бы, на это все дело. Я потом, если что, качну. Камушков я до хрена собрал. Так что. Так, ну и все, что ли? Ну, короче, давай зайдем. Может быть, там что-то надо нажать, какую-нибудь пимпочку там. Что-то в этом роде. А то оно как-то сдохло, я что-то даже не осмотрел помещение. Может, там что-нибудь интересное было. Ну, цветок и чё? Ау. Все равно, короче, блин, ну нельзя отменить, если ты начал кастовать одно заклинание, его нельзя резко прервать, чтобы переделывалось в другое. Так, короче, с этим цветком никак ничего, да, не сделать. Стульчик чей-то. Нахрена? Она что сидела, дерево трогала за всякое. Понятно. Как яйца его наглаживала, кайфовала. Жалко, что чуваки еще не призывают меня. Я бы пободался. С толпой против этой молений, так чисто отомстить. Не то. Давай-ка еще знак. Глядишь, может, призовут еще. Полупим. Карта. В принципе, то тут все. Ау, подожди. Где костюм? Сейчас пойдем на брательника ее. Его Мог зовут. Чары молитвы. По-моему. Так, какой у меня стоял? Вот этот, кажется. Осколок маленький. Потом что? Метеориты. Метеориты, как ни крути, он дается в самом начале, но темах очень полезно. Так, и мега-хилки. Все, по идее, больше ничего такого не надо. Я еще проверю, тут у нас... Итог такой был. Я думаю, что все, нехрен тут делать. Перемещаемся. Идем пизды давать ее брату. Он у нас вот тут находится. Круглая дорога, ведущая ко дворцу. Это у нас повелитель крови. Вот, и потом все. После этого босса надо будет двинуть вот эту в последнюю локацию по спирали.
Вот тут я фармил, короче говоря, вот этих ребят. Но они вообще безобидные, просто из-за них очень много денег дают. Каждого убиваешь, за каждую вот эту лысую башку по 2500 прилетает. И ты такой чик-чик, и уже богатенький Буратино. Буквально 50 000, по-моему, можно нафармить. Я засекал за 3 минуты, по-моему. Потому что тупо их много. Но для этого фарма надо медальон определенный со скоробеем. Для повышения рун. А так, плюс-минус, я обижал эту локацию, ничего тут, по идее, полезного нету. Пойдем в центр мавзолея династии. Сейчас мы туда пойдем. Я прям помню, что я тут так чисто делать нехер побегал. Вот, и босса этого открыл, заходить к нему не стал. Он, сука, где-то рядом. Так, омут призыва. Ага, они тут всей толпой стоят, молятся. Дай-ка лифт используем. Я вот не помню, он то ли наверху, то ли где-то еще. Но в округе все полезные блестяшки я уже пособирал. Да и качать мне, в принципе, уже нечего. Сейчас только боссов вот так надо щелкать, короче. Игра типа закончится. Так. Вот он. Вот он, наш товарищ Мок. По-моему, так его зовут. Хей, я поставил, вроде все на месте. Это сюжетный, кстати. Забыл сказать, по-моему. Рука торчит. Он в сухой сахарной вате запутался, что ли? Или это еда его? И чё? Как-то подозрительно много с одной руки крови течет. Кровотища, походу, он, да? Милый Микела. Это ее брательник, по-моему. Или как-то не связано, родственная какая-то у них связь, по-моему. Придется тебе побыть в одиночестве. Это рука Микелы? Добро пожаловать, дорогой гость. Здорово. Добро пожаловать в наше королевство. Да, не вопрос. Давай. Тихие сразу же, я вот думаю, что, попробуем? По стандартику. А что тихие, ты куда пошел-то? Угу. Он кастует огненный дождь, походу. Но метеориты у него много снимают. По 1000, в принципе. Несколько раз в него долбануть так-то. Так, Тихеева. Давай-ка мы сразу метеором, кометой Азура у него. Давай, оп. Потом оп. Оп. И давай. Я не достаю. Вот, достаю теперь. Как он получает по щам просто безбожно. Че он там кровотищу не сделал? Ай-яй-яй-яй, я не успел отхилиться, короче.
Но у него тоже, кстати, этот, как его, вампиризм. Как я ему сейчас навалил. По-отцовски просто. Я ему одним лучом просто все здоровье сшиб нахер. А Тихий даже не подорвался просто. Ногой дернуть даже. Давай так же. Хочу еще. Хочу еще немного боли. Так, вот так. Вот так. Ну-ка, иди сюда. Полетели. Так, он мне снова кровосисю делает. Все, он перестал мне делать кровосисю. Надо уходить. Ну, а что за боты пошли, которые хилятся от меня, а? Уроды. Красная пионерская. Так, Тихие, давай, ты сражайся, а я буду уничтожать их. Так, главное кровотищу не влезть. О! Дожимаем ублюдка. Все, я текаю. И снова в кровосищу не влез. Давай там ему осталось-то понты какие-то. Ах, я так отчетливо, так ясно вижу. Вторую фазу, походу, он видит. Как зарождается наш род. Могвин. Да, пизда ему. Такие дела. 419 тысяч прилетел. 420 тысяч за него прилетел. Вот это другой разговор. Всем спасибо, если свободны. Я говорю, вот окромя этой Микелы, ножа, там, как и клинок Транды, этой, короче говоря, моления, клинок Микелы, сложных боссов не должно больше попадаться. То есть, главное пройти, как бы, добежать. Руки сейчас не помешают. Ну-ка, по пальцам его. Ишь, что лазишь? Ну ладно, не работает. Благодати коснулся. Давай жизнь качай. 240. Сейчас еще на левел наскребу, наверное. Так, еще 30-очку. Можно, конечно, этих утырков в душе сожрать. Не хотелось бы. $35, надо 240, да? Организуем. Ай, немножко перебор. Чик. За Микелу меньше дали, чем за вот этого кровосисю. Чё качнуть-то? Да давай инту. Чуть-чуть побольше у меня магии будет. Так, здесь все. Теперь
Руины великанов. А где они? Вот это. Ну вот это лока с чашками. Кузница великанов. Там надо что-то сделать и перенестись. Стопудово какой-нибудь палец там надо кинуть. Как этот кольцо всевластия. Может быть, надо сесть? Поговорить с Мелиной. Что вообще? А, ну та же транда. Ну. Я давно наблюдаю за Междуземьем. Этот мир остро нуждается в переменах и возвращении неизбежной смерти. Чувствуешь ли ты в себе силу совершить неискупимый грех? Да, приступим. Что ж, хорошо. Давай, портуй меня уже, дамочка. Кстати, надо шлем рогатый одеть, я думаю, чтобы посолиднее выглядеть. Эта херня на башке, конечно, мудрости прибавляет. Давай, чтобы полный сет уже был. Она меня вырубила. Какая роковая женщина. До финала осталась одна локация. И, ну там сколько, 2-3 босса, я не знаю. Но они будут их наваливать очень часто. О, древо Эрт, ты будешь полыхать. Давайте. Гори ради владыки, что вскоре взойдет на престол. Это она про меня? Я даже не приоделся. Для престола-то. Спасибо. Я бы не добралась без тебя. Можно самому типа, а можно ее в пламя кинуть было, кстати. Она меня сжигает. Или себя. Те, кто идут рука об руку с пламенем, однажды встанут на путь предначертанной смерти. Прощай. Кто себя в жертву-то принес? Ну, объясните хоть немножко. Ну, хоть чуть-чуть. Получено достижение. Древо Эрц сожжено. Взяла, еще и дерево спалила. Что-то. Ну, это безумие локации вообще полнейшее. Давай. Кстати, находясь здесь, по-моему, она не очень большая, но все возможно. Так, ну, в другие локации я не могу перемещаться.
Что интересно. Возможно, я должен быть к этому готов. Шлем давай одену. Вот такой. Сейчас попробую костер зажечь, может быть сработает. Ну, заработают другие локации. Да, мини-8. Ну тут вот так вот и будет все локу. Будем скакать по этим камушкам, по уступчикам. Умирать много. Иди ягодицы. Да спасибо. Я, наверное, желательно максимально аккуратно проходить. Сокрушенный фарум Азула. Если я не ошибаюсь, здесь будет двойной босс. Жердяя, еще один чувак, один бешеный с кинжалом. Кто такие? Нормально. Да что ты? Прям не попасть. Ну, лока финальная, тут снисхождения можно не ждать. Тут, блядь, все такое будет. Ваншотище. Со всякими приколюхами. На данный момент у меня к этому моменту 160 часов ввели. Ну, по крайней мере, 100 часов точно. Я там из них где-то часов 30, может быть, фармил. Чтобы вот без геморроя проходить подобные вещи. Да. Здорово. Это собаки смечают. Все нормально. Он еще не подох. Ля ты крыса. Блять. Ну вот. Все требовалось доказать просто. Он прыг-скок за 4 удара, он тебе все здоровье вынес просто нахрен, да и все. Чем-то мне это все антураж напоминает третий Souls. Третий Dark Souls, вот когда ты возле финального босса находишься, он примерно то же самое. Тоже там дома, здания, впереди это ясное небо. Да не очень-то оно ясно. Тоже дома все переломаны, все кверх тормашками там. Оба призыва и костер. Допустим. Я думаю, это, кстати, лока будет максимально линейный. Это мне так кажется. Такой большой участок и никого нету. Замануха. Зуб даю вообще. Кто-то будет, наверное, педрючить жестко. Опять дракон прилетит. Сядет убивать.
Они вот даже... О, пожалуйста. Тихее. Дракон с мечом, как мило. Та-та-та-та-та. Так, чувак, да, вот ты на него. Вот давай туда. Врубайся. Точка рваная. Кстати, вообще не вижу, что происходит. Ай-яй-яй. Кстати, хорошо, что возле костра посидел. Давай быстрей. Я, наверное, не достаю, да, большинство атак. Ну-ка, а мы что, типа, его сейчас сразу же и убьем? Даже с первой попытки? Ну да. Драконий кузнечный камень. Прикольно, правда, за дракона мало дали. И камень 8. Ништяк. Но второй раз он не появится. Как-то мы его вальяжно так чик, чик, чик. И завалили. Прикольно. Я посижу. Я ресурсы потратил. Сейчас, наверное, так и будет, знаешь, нас будут тащить, короче говоря, по прямой, плюс-минус, и потом подтягивать на босс по чуть-чуть. mr.тостер. Физика. Ну да. Как-то вот вообще, ну, без особого напряга. Чик-чик как-то. И не всех драконов так можно завалить, я скажу. Вообще далеко не всех. В основном они напряжны. Потому что жира много. А тут как-то что-то хлоп-хлоп и все. Кончился дракон. Так, можно, короче, вот сюда сразу упасть. Давай сюда сбегаем. Но так как есть омут призыва, то они хотят скорее, чтобы я вот туда шел. Помещение, внутрь. Можно вообще в наглую сюда запрыгнуть. Главное, чтобы сейчас никакая падла не спикировала, как это Хидетака любит делать. Типа как Секиро он поступал с людьми. Вообще бесполезная какая-то крыша. Но она поднимает вот сюда. Зачем? Угу. Взять вот этот предмет, но он скорее всего заманушный. Подожди. Появляется нелинейность уровня. Шли так.
Мне бы боссов не пропустить. Ну, сюжетных по-любому пропустить не получится. А дополнительных какие-то, они же там будут. Должны быть, по крайней мере. Собака. Ай, блядь. Такие кончились. О, она как раз начала там красную молнию кастовать. А я ей хочешь по яйца. Уходишь. Громовой большой болт. Ага. Поднявшись на крышу, ты ходишь, наверное, по крыше вот этого комнаты. Вот здесь ты видишь вот этот балкон. А там еще лифт. Вот таким образом. Молния, кстати, сносит сильно. Подождем, наверное, пусть подойдет. Давай-ка я вот так вот обойду. Желательно, конечно, ободаться с ними на крышу. Там еще, да, по-моему, лифт какой-то. Еще 200 за каждую псину дают. Если хорошо продержаться, то можно это левел поднять таким образом. Хотя да, о чем я. Так. Как-то я все вокруг да около. Наверху собаки. Внизу, вот давай так. У нас одна. Там их, по-моему, больше, чем две. А если от меня большинство прячется. Ну ебало ты доджить, бля, пиздец. Сколько быстро, сука. Я же говорю, она не одна. Кто-то должен был кастовать, причем со спины. Где-то она. Не, она прыгала в тот момент. Кто-то другой кастует. О, пожалуйста. Блядь, а? Прыг-скок в разные стороны. Их тогда надо на бегу ловить. Вот типа того. Оп, оп. До свидос. Молитослов древних драконов. Но это возможно. Чуваку, который молитвами барыжит, надо отдать, и ты можешь какие-то молнии там красненькие, желтенькие кастовать. Что такое? Надо, главное, не давать прыгать. Это они начинают это делать бесконечно просто. Да, я так полечиться. Маны маловато. Ага, истерок. Зачем мне тогда давали эту фишку с мостом, если меня ведут сюда? Не с мостом, а с лифтом. Меня он туда тащит, вот в ту сторону.
Так, погоди. Давай мы, короче, сначала на крышу сгоняем. Потом скатаемся по лифту. Смотрим, куда он приведет. Хотя на крышу, наверное, нет. Там боссов явно не будет. Давай сразу на лифт. Это не очень-то на светку похоже. Тишина подозрительная. Потому что там эти сволочи стоят. Ну, в принципе, вот. Они не сложно, если вы не блевали. Золотые экскременты за них дают. Какая радость вообще. Ага. Пойдем посмотрим, что это за озеро вообще. Вот эта штука там тьму накладывает, поэтому с ними надо аккуратнее. Я с ним еще придрочился в лесу в этом воевать. Там, где осенью бегаешь. Та-та-та. Кроме собак новых мобов нет. Жертвенная ветвь. Чего они тогда охраняли тут так активно? Камень мрака, потому что 9 тут лежал. Так, давай тогда тут смотрим. Вон там еще один стоит. Бля, ну так тут толпа. Да зачем? Со всеми-то бодаться, да? Там один большой стоит. Сейчас мы на него и нападем. Ай-яй. Я думал, я сейчас свалился окончательно. Все, блевотина прошла. Подожди. А как туда тогда попасть? Вообще обрыв. Только поверх. Угу. Ну ладно, пошли поверх. Я все-таки думаю, то, что большого вот этого чувака, который посередине озера сидит, я думаю, что его за босса засчитают.
А, тихею поставить. Блин, а тут, кстати, довольно-таки много их. Может, мелочь сначала размотать. У меня фляг не так уж и много. Надеюсь, здесь какой-нибудь хотя бы клин есть в Марике. Кстати, ему в рожу пролетает больше гораздо, когда он ко мне повернут. Так, тихею не призывать. Hadouken. Давай. Сейчас мы как напинаем. Он пока сообразил, уже умер. Но фляги не восстанавливают. Это большая локация. Будет отстой, если сейчас еще какой-нибудь босс свалится на меня просто. Кузнечный камень. Они что, всей толпой кузнечный камень один охраняли и все? Это как-то несерьезно. Давай сюда сбегаем. Это ландыш. Херня. Пещера? Нет. Заныкался. Прыжок. Ай-яй-яй-яй-яй. Как меня тут расфасолило просто в разные стороны. Блин, а пердолить так неохота до туда. По-моему, там тупик. Так, ну там, короче, босса нету, вот я что могу сказать. Поэтому там ни босса, ни костра. Пошли-ка мы сюда. — 90 штук это забавно, конечно. Но... прям ради них нет смысла туда идти, чтобы вернуть. Надо еще ударить. Добиваем. Не, я почищу. Че, он умирает. Стрельнул, по-моему. Тихо, 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 тихо. О, тут что-то их многовато. А охраняют они буквально такие ничего полезного. Дальше. Да, я не туда прыгну. Дебильность этой локации в том, что ты можешь упасть просто на ровном месте, либо тебя скидывают. Ладно, хотя понятно, куда бежать. За мной они явно не пойдут. Единственное, что лучника может напрягать. Ну, это ерунда.
Ладно, я кузнечный камень брака, допустим, взял. По идее, мне ни блестяшки никакие уже не нужны. Ничего такого. Тупо беги, да, казалось бы, до босса и все. И начинай его убивать. Вот привычка это сбора средств осталась. Ну, надо думать, эту механику тебе... Блять. Как упал, сейчас хер его знает, короче. Я просто такое ощущение, как будто меня столкнули. Механику вот эту сбора средств тебе навязывать в течение нескольких игр подряд. Естественно, ты будешь это все собирать. Даже когда уже не надо. Когда уже по горло, под завязку. Довольно горит золотая антилопа. Ну тут только по спидрану бежать, потому что товарищей этих очень не хочется зачищать. Пошли они как бы в жопу. Вон, тут на квадратном метре по 10 штук стоит. Каждого надо не только убить, но еще и потом подойти к нему и ударить, чтобы он заново не вставал. Так, а вот тут ходов, по-моему, никаких, да, особо нету. Только вниз падает. Мелкий камешек. Вот еще один костер. Ну, давай к нему и ломанем. Че уж тут. Греха-то и там и присядем. Все равно особо тут это. Филиппов Александр. Леха, здрав как сам. Тоже гонящий в Элден. Здорово, Саня. А ты там как, далеко вообще прошел-то? У меня тут уже финальная локация. У меня тут уже вот как бы все. Как бы пиздец. Но еще считаю то, что внизу как бы вот эти дела тут разные. У меня финальная лока, короче. Левел, по-моему, 100... Блять, видите, надо со своим омутом. Левел какой? 182 уровень. Где-то 160 часов я на него потратил. Ну, я фармил еще. Так что, если ты только начал, то, чувак, крепись. Только начал. Ну, блядь, что я тебе могу сказать? Крепись. И качай магию. Александр. Я только начал, бро. Ну, я говорю то, что качай, чувак, магию. Если хочешь время сэкономить. Блять. Потому что боссов тут ебаная тьма, и каждый моб тебя может просто заебать. А ты вообще в Dark Souls какие-нибудь играл? Кстати, что это за хуй вообще? С лебардой нарисовался где-то из-за угла, блядь, 2 удара меня убил. Уроды. Уже жопа горит. Я говорю, тогда если жопа сильно горит, то качай мага. Филиппов Александр. У меня уже жопа горит. Просто бери какую-нибудь пиздатую палку и качай мудрость максимально. Мудрость, интеллект. Вот и все. С магией будет гораздо в разы меньше жопы гореть. А, блять. Пиздец. Ебать, он хуй куколка. Блять, я даже отхилиться не успел. Хуярит своей мотыгой. Похуй. Сейчас пробежим. За хуй знает, в какую сторону бежать. Причем с учетом того, что можно вернуться назад, типа, и, блядь, там где-то вниз упасть. Кстати. Так, ходов-то тут тоже много.
Я думал, что более линейно, кстати, будет уровень. Вон там еще один флешмобщик такой стоит. Ну, в общем, замысел так-то понятен. Максима, блять. Опять это уебище тут. А я комету не поставил. Печалька. Пошел нахуй. Угу. Тут ребята такие же, короче, только с разным оружием. Тоже, как правило, шотающие. О, пизда вообще. Близняшки меня закололи, блядь. Две сиськи появились. Ну, к тому же, вон у них там все схвачено. Они ебашут разными этими прахами, пеплами. Хуй знает, может быть, по лестнице туда вниз упасть. Максимально двинутая локация, и, естественно, тебе никто не объясняет, куда даже идти. Хуй знает, пиздую просто куда-то вообще. Ну, бесцельно вообще. Я не знаю куда. Тут прям сзади догоняет, а? Ты уебище. О, двое из божественной кожи. Здравствуйте, товарищи боссы. Я их только метеоритами могу наебнуть, кстати. О, отрубился жердяй. Отшел на. Ёлка мать. Так, ну тут стихия должен вырулить по-любому ситуацию. Так, где я, блядь? Ну, как обычно, вот так вот камеру тебе закрыли и ебись какой-то. Блин, марики мне давайте. Я вот про этих двойных боссов говорил. Это как Смоук и Орнштейн из первой части. Тоже один тонкий, другой жирный. И, короче, тебе труба. О, я сразу же возле них оказываюсь. А почему? Да, блядь, какая надпись? Вы что творите? Ну, пизда, нет. Вместо того, чтобы через туман пройти, он решил надпись прочитать. Так и живем. В принципе, их можно на комету Азура поймать двоих. Но тут надо, чтобы хорошо Тихей отвлекал. Так, для начала. Комету большую надо ставить. Если у меня хватит. Хватит. Можно луной, конечно, в них пиздануть, но луна такое себе удовольствие. Какое послание? А, тут он, короче, не заходит, все нормально. Ну и здесь он вряд ли зайдет, хотя подожди. Я ищу или клинмарики, или хоть что-нибудь похожее на цивилизацию. Блять. Да, в очко вы пойдете вдвоем. Блять. Я не добежал чуть-чуть до блестяшки. Нахуй. Сразу надо бежать к боссу. Херово то, что там... Я помню, что спидранеры бьются с этим боссом. Плохо то, что он в маленьком помещении. Заебись.
Как-то можно меньше урона получать, пока до босса бежишь? Короче, босса 2, помещение мелкое. Тебя могут очень сильно пиздюлить. О, блядь. Через туман у меня ёбнули. Шикарно вообще. Не, давай перекур, короче. Сейчас через 3 минуты я подойду. Ехали дальше подыхать. Так, вот тут. Пока бежишь без пиздюлей, как без пряников просто. Так, тихее, погнал. Этот челик стопудово шатает. Вот таким образом. Не попал. Долго кастую. А чё у них здоровье на двоих? Это подозрительно. Да. Падла. Что там не сдается, они потом объединяются. Это типа первая фаза ты убиваешь 2 боссов, а вторая фаза ты убиваешь
одного, но как бы их двое. Ура, я научился по щам не получать. Быстрее. Догоняет. Блять, он все равно догнал. Ёбаные уроды. Я тихеху кастанул. Короче, на босса еще адекватно заходить надо. Да ёпа мать. Надо дальше отходить. С хвостом еще. Что какой? Сейчас попробую его кометы. Ну, в любом случае, блядь, почти ловит. Потому что у него длинная алебарда. Ну не зря его тут поставили, чтобы ты побольше страдал. И он тебя этой алебардой через туман лупит еще до кучи. Быстрее. Давай, кто кого. Сука, стихия не отвлекает. Ну, давай за колоннами. Хотя бы. Достану чуть-чуть. Двоим прям по щам сразу же прописал. Ай, блядь. Чё тихия стоит? Ай-яй-яй. Я в колоннах запутался. Кстати, тихие их не вывозите. Они его сильно коцают. Сейчас я попробую меч тогда. Вот такая пьянка. А почему нельзя вот сразу же через этот туман пройти? Давай быстрее. Ну такое. Чё? А, мне маны не хватает. Блять. Теперь жизни не хватает. Да вали ты, сука, ваншот. Ты же опытный колный бывай А минус. 1Б минус. 1 ипт. Ты же опытный колны. Что такое колны? Бываю. Колны бываю 1Б1. Ты на каком языке разговариваешь? Сука, этот пидор с алебардой, конечно. Колонны. Так, окей. Ты уже опытный, колонны. mr.достер. Колонны. Колонны бывают, наверное, ты хотел написать.
Я тоже один пидор в ухо швыряет этой херней своей. А второй, блядь, колет спереди, а? Ты смотри, какие. Что-то это попахивает призывом помощника. Так и чё? Ну и колонны есть. mr.тостер. Ну вспомни нумерацию колонн на участке. Так а чё мне это даст? Колонны. Ну. Я за них как-то могу прятаться, это не всегда, наверное, так. Я думаю, они через колонны тоже пробивают. Наверное. Надо привыкнуть просто, во-первых. Для начала я хотя бы сюда заходить научился. Сука ёбаная, а. mr.тостер. Все фуркуш. Пиздец, я даже зайти не успел, он мне сразу же ваншот и все. Так. Давай вместо Тихеи мы попробуем каплю. Каплю и метеорит. Где-то вот тут можно делать передышку. Пока проигрывается анимация захождения в туман, вставляем каплю. Вот так. Блять, уебок сраный. Ебаные уроды, а ну... Не, это какая-то жопа. А хули на меня-то вдвоем? О! Походу надо жирнище разваливать желательно. Ай, я, наверное, не успею, да? Так, минус жирный, хорошо. Быстрее, отхил. Так, добили почти. Прыгай в сторону. Сейчас они соберутся вдвое. Да, так оно и есть. Быстрее. Где остальные? Вот он. Ты копейки не вали. Хорош. Босс непростой, но убиваемый. Там этот, как вот, мой там что-то ебашит. Пепел войны, огненный смерч. Понятно. Чувак, ты что там? А, он на этого агрится. Ну давай этого додика тоже зашпиняем. Охуевший гандон. Столько крови попортил. Просто уебан. Он должен просто умереть. Просто обязан. Все, и капля исчезает на этом. Присядем. Ну, пузырек. Я помню то, что спидранеры этого босса валят. Он как бы обязательный, потому что там скорее не пройти по локации дальше. Так, что там у тебя? 170 тысяч за них дали. Вот тут он на жутками шоркой. Так, а куда вот интересно? Это... Скорее всего, тут боссы будут плотничком прям.
еще одну. А нахрена? Ну да, конечно, от категории все зависит. mr.тостер. Все зависит от категории. Так, по-моему, так или иначе, ты, короче говоря, к этим ребятам все равно попадаешь, тут, скорее всего, дороги некоторые сходятся. То есть ты идешь по одному пути, по другому пути, но в любом случае ты попадаешь к ним сюда, вот на эту арену. Я пошел, получается, поверху. Можно через какие-то штучки там перепрыгнуть, короче, но все равно ты рядом с ними оказываешься. Вот, я отсюда пошел. Подожди, а там еще какой-то ход. Отсюда с этой палаты ходов 4. Вон призыв. Значит, по факту надо бежать скорее отсюда. О, я вспомнил. Спидранеры вот туда. Ну, не сюда. Они не вот сюда бегут, они вот сюда бегут. Тихо. Сейчас мы сделаем спидранерскую фичу. Я, по крайней мере, попытаюсь. И они вот прыгают вот так. Ну, естественно, на собаках никто не умирает. Все это дело драконом, па. О, там какой-то босс. Надо тут. Я туда хочу. Бля, тут, наверное. Да, через все вот это вот надо бегать. Давай смотреть. Короче говоря, они бегут вот так. Но только тут не сворачивают, по-моему. Они перепрыгивают сразу же с этой ступеньки вот туда. Находясь, по-моему, наверху. А нет, можно даже не прыгать, все нормально. Я помню, кармик еще. О, нихуя, говорит, какой большой отрезок они скипывают сразу. Да, вот он, прыжок веры, короче, вот с этого уступа прям вот сюда. Либо сюда. Подожди. Тут можно пройти. Мне надо в идеале вот на этот длинный мост. Ну тут можно, короче, падать, наверное. А нет. Сейчас будут, я говорю, то, что плотником прям боссы идти один за другим не очень сложно и возможно. Может быть, и, скорее всего, даже не обязательные, но тем не менее, короче, напряженные, скорее всего. Главное, аккуратно до них добираться. Не бежать 10 тысяч лет. Ой, иди сюда. Так, отсюда прыг и вниз. Потом там как-то подниматься. Я туда должен дойти, до этой башни. В башне будет босс. И этот босс получается один, ну, сюжетный, короче. Так, тогда, ну, что я тогда тут забыл? Шли уж по факту. Тут явно никак. Пеньки.
Девка будет какая? Он за колонной стоит и тебя расстреливает просто. До свидос. А я оттуда пришел. Прям тут все как-то вот одинаковое. Да, подожди, я отсюда пришел и сюда заходил. Путаться начинаю. Аккуратненько. Оп. Стой, ну это же моб. Сейчас оживется. Куда? Ни костров, ни хрена нет. Живой же. Подожди, я что тут был? А, я был тут только внизу, получается. И ты так башку дурит просто со всей силы. Мне туда явно не допрыгнуть. Что пишут? Требуется талисман. Чтоб ты не разбился, наверное. Я не пойду за блестяшками, смысла не вижу. У меня как бы за пазухой 182 тысячи. А? Слушай, топот. С одной стороны. На потолке никого. Собака ссаная. Задолбал. Так. Тут, по-моему, с драконом битва. Здесь подъем, да? Оп-оп-оп. Блин, я не знаю, что-то, подожди. Ходов много опять появилось. К тому же они все одинаковые. Не сюда точно. По идее, в идеале на этот мост надо подниматься. Там, где у нас желтый туман горит. Но, по-моему, тут еще какой-то босс есть. По крайней мере, вон какая-то петушара стоит. Hadouken? Нет, я заебашу. Да, жира у него прилично. Да, нет, это не босс. Это какое-то чучело, которое, ну, возможно, там можно спрыгнуть. Это, по-моему, какое-то чучело, которое не обязательно убивать. Бля, сейчас столько пердолит. Я не помню даже в какую сторону. Так, не сюда. По-моему, я на свет шел, да?
Почему я тут не был? Значит, я тут и не буду. Блять, в какую сторону идти? Я туда пришел. Сюда, может? Нет, не сюда. Тут все раздолбано, и все одинаковые просто локации. Я уже не помню, с какой надо именно двери, допустим, даже начинать. Вот, отсюда, сюда, наконец-то. Так. Пробегаем. Так. Дальше. Сюда прыгаем. Не попал. Стопудово за нами добегут. Так. Бегуть, бегуть. Собака. В очко иди. Попробовать еще раз это рыцаря, блядь, чуть не упал. Еще раз попробовать этого рыцаря замудов. Теперь маны, в принципе, побольше. Давай, наверное, ходуки на меня ебанем. Каплю не призвать. Бахаем эту, да. Штукензу. Иди сюда. А-та-та, а-та-та. До свидос. Сколько за него? 8200 дали. Так, отсюда мы можем попасть. Вот костер еще один, который хер его знает, куда ведет. Здесь прыжок веры какой-то надо сделать. Да, я не знаю, без понятия вообще. Ну, в принципе, перемещаясь по кострам туда-сюда, как бы прыг-скок, это все можно компенсировать всю беготню. Просто надо это определиться, куда идти. О, птичка. Так. У нас вот здесь, я помню, что будет дракон. Это лифт. Он дракон торчит. Спидранеры бегали туда. Так, дракон, наверное, чуть-чуть попозже будет. Да. Вот какой из них? Алтарь или не алтарь? Хочу посмотреть, что будет, если там вот вверх подняться. Могу ли я попасть на мост? Или мне нужно через дракона бежать? Главное, что я здесь костер зажег, и ладно. Так, не сюда. Какие-то двери из этих. О, вот это. Направо. Нет. Значит, налево. Дракону, короче, тогда после забегаем.
Походу тут до босса недалеко. Ай-яй-яй, мимо упал. Минус 190 тысяч. Та-дам! Странно, а почему мне 5 бабки вернули? Я уже думал, с ними расставаться надо. Так, вот отсюда. Идем направо. Тут будет псина. Я на последнюю подачу задоджил, а? Тупо повезло. Ну, там сзади кто-то. Так, я вот здесь, получается, поднялся. Тут проход, чтобы что, куда? Пошли сюда. Вроде как к мосту подхожу. Чё, нет? Совсем? А нахрен тогда вообще этот ход сделал? Да. То есть через этого самурая надо по-любому пробегать. Потом дракон. А, его нет. Ок. Через дракона в любом случае ты бежишь. Как бы ты не хотел. Птички, дракон. Ну, я попробую его завалить. Э, 201 тысяча, я, наверное, 40 не наковыряю, да? Первая. Вторая. Как много птиц-то. Не, их пробегать надо. Все взрывается, ни хера непонятно. Бля, я еще себе больше паровоз насобирал. Я перепрыгну? Да. Погоди. А дракон ушуршал вообще сразу же.
Я думал отойти немножко и побиться с ним. Ладно, мы и птичек скипнули, и дракона заодно. Я не виноват, что он просто на месте не остался и не принял бой. Дальше пошли. Кузнечный камень. Драконий. То есть где-то 3 или 4 оружия я уже могу вкачать просто с нуля до максималки. Без проблем. Да. МР точка. Это все его проблема. Да, это проблемы вот этого дракона, Хидетаки, да кого угодно. Я не виноват, что они убегают. Ну, кто-то сейчас... А, вот. Ну, как бы и так на игру довольно-таки много драконов. Обещаю. Пока, блядь, их поймаешь, это пиздос. Надеюсь, я иду на мост. Здрасте. Когда что происходит? Тихо. Ух. Просто один моб тебя может вынести все это, все здоровье. А они потому что вот так вот петляют, короче, в разные стороны. Камера, естественно, за ними, и начинается просто бардак какой-то. Вот так и качать может. Кстати, у меня фляги заканчиваются. Надо костер. Блядь, вот любят они по жердочкам тебя потаскать, а? Суки. Ну, естественно. Это что милишники вот этого пидора тут поставили, чтобы милишники понервничали. Берешь такой деловой, тебе пытаешься его побыстрее до него добраться, чтобы треснуть по нему. Он тебя хуяк и наказывает. Что за хер вообще? Светящийся какой-то. Кто разбойник? А, нормально. Какая же псина. Там кто-то красная вот эта херня еще поддамаживает потихонечку. Вот кто, я не знаю. Уроды. Собственно, второй будет. Я слышу, что он там. Это ты стрелял? Да, это походу он. Тихо, тишина. Все, тут в округе никого нет. Это он стоял за колоннами, шмалял просто этот западло чисто тебе. Бьешься с одним жирным, а тебя второй мелкий подбивает из колонн. Видишь как. Все как мы любим. Угу. А вон я за драконом бежал. Вон птички. Всякие удовольствия. Хера там птиц просто вообще. Раз, два, три, четыре.
5, 6. С учетом того, то, что одна у тебя нападает и тебя с 2 ударов ваншотает. Шикардос. Так, а тут все? Вроде все. Точно не уверен, но тут какой-то есть секретный босс, дракон. Не знаю, как до него доходить. Что-то нужно делать, может быть. Если попадется, то я с удовольствием с ним похерачусь. Если нет, так нет. Его проблемы. Кстати, это уже третий. Вот только что то, что дракон улетел, это уже третий дракон, который улетает просто так, когда ты ему половину здоровья сносишь. Они просто вжух и полетели. О. Чем-то мне это третий соус напоминает. Я в одном месте такого фармил. Вот такие. Вот я и на мосту. На мосте! Понятно. Не достал. Все, ханами. МР. И надо Кимас. Чем мы его затакимасим? Блять, не дал. Не дал. Он мне в рожу. Он мне в рожу сделал и надо такимас. Надо ближе его было мочить, и он убивается с одной кометы. Что-то ни капли никого не призвать, ну ладно. Не в этом забава. Так. Я по-моему вот это дело, и потом сразу же надо мочить его кометы. Тут главное вычленить расстояние, чтобы ему ультануть. Бахаем. Вот это дело. Цель. Может, достану. Да, достану. До свидульки. Уродливый драконий шлем. Ок. Уродливый драконий доспех. Ок. Уродливые драконьи перчатки и дракониевый понор. А настолько они уродливы. Снаряжение. Доспех, допустим, где он? Ебать, Тулюся, у меня птица на башке. Да, действительно уродливый доспех. Но... А нет, он даже тяжеловат с моей прокачкой. Понятно. Давай, рога понаденем. Кстати, сейчас босс будет. Где там у нас доспех Хослоу? Да, вот он. А это что такое? Королевских останков. Все понятно. Хослоу. От Хослоу я прокачан. Кстати, ну, наверняка. Вот, все там по ножу Блайда. Ну, так-то у нас и Блайд неплохо. Где он? Блайд по всем, по этим, как его, по всем пунктам этого делает, да? Только по весу, наверное. Девушка Блайда. Ну ладно. Здрасте. Что-то как-то не очень активно у меня перекат. Надо, чтобы он дальше прыгал.
Да, все дело в весе. Мне бы немного веса, я бы мог чуть-чуть получше броню таскать. Но не принципиально, по сути. Что тут за босс-то будет? Я аж не помню. Что-то сегодня как-то прям боссами все. Топи. А, понятно, что это за хер. О, ништяк вообще. Арена просто супер, с копыт. Гнида. Надеюсь, этого мужика в седле не будет сейчас. Ладно, я еще раз с каплей попробую. Если нет, то стихия подойдет, по-моему. А, ну да, за мужика же дали этот какого. За мужика дали плюшки, одежду там, так что его не будет появляться. Сейчас надо тогда прям перед входом вкепать пляжечку. И как остановить, пока он до меня бежит. Но у него 2 фазы. Бам. О, спиздюлей. Нормально. Давай-ка, наверное, не кометой. Потому что она бьет по прямой. Этот мужик прыгучий. Встречались мы с ним в храме. В маленьком. Ему даешь какие-то корень смерти, даешь ему. А он тебе дает молитвы. Но иногда у него фляга начинает течь. И он тебя лупит этим, как его. И он тебя начинает бить почему-то. Потом хлоп обратно нормально встает. Вот. Мы с ним дрались в очень маленьком помещении. Дури, конечно, у него полно. Кстати, 245 тысяч. Так-то можно и левел вкачать. Давай, наверное, сбегаю, да? За левелом. Лишний раз не будет. Сейчас я левел качну, чтобы просто душу не просрать. То жалко. Попробую еще раз с капли зайти. Нет, так тихее пускай будет. По идее, у нас осталось что? 3 босса. Это вот этот вот чудик. И еще 2. И финал. Хрен знает, что качать. А давай жизнь. Без разницы вообще. Капля пожирнее будет. О, 2000 остаток. Теперь умирать не грех. В смысле, нет, не жалко. Так, а что я хотел с метеоритов? Метеориты ему особо не заходят. Я попробую мечом. Ну да, типа того. Сейчас мы этого чувака сейчас прогреем. Короче, типа ща прогреем и поедем, моя. Надо определиться, с чего начинать. Сука, ну он не дает пройти просто. Капля, по-моему, опиздюливается там.
Так, давай стихии тогда. Стихия. Стихия у нас парнишка шустрый. Так, а у меня меч, да? Угу. Ну вот этот утырок, короче, он явно не сложнее Малены, Микелы, короче. Тут главное просто зайти к нему и определиться, что он вообще вытворяет. Тихее на подхват. Полетели. А какие души? Тихее. Оп. О, он начал уже с пятихатки урона. Ну и пускай там бодается. Догоночку. Ай-яй-яй, не вовремя. Долго тупил и ничего не делал. Вообще не так. Босс двухфазный, кстати. Только не говорите, что у него тоже будет какая-нибудь, блять, что у него тоже вампиризм будет. Ебать, то ли все. Короче, тихая тема против него. Чё, где он? Да, я ему булыжник, я ему 3 булыжника, а он мне 1. Но увесистый. Короче, главное зайти, вызвать тихей и мочить его метеоритами. Раз уж он прыгает в разные стороны. Не тупить 10 тысяч лет с этой кометой там и так далее. Можно кометой долбануть, но не знаю, не факт. Он, скорее всего, слиняет просто от нее. Что по стандартику надо заходить стихией и кометой. Попробую, по крайней мере. Метеориты вроде ничего. Главное, чтобы все 3 к нему прилетало, пока он стихией бодается. Но это только первая фаза, потом он будет куда бешенее. Он там капюшон с себя снимает, одежду. Вспомнил я этого пидора. Этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует. Так, тихе. Оп. И все, и наутек. Кувырк, кувырк. Ребись, я попил. О, и вырубайся. Так и сиди. Вторая фаза. А, да? Уже вторая фаза? Ну ок. Давай, раздевайся. Показывай тележку. Медальон. О, смерть. Стань моим клинком еще раз. Взял в руку себе, продырявил. Чеканы. Давай, давай, давай. По-моему, у него кинжал побольше стал. Доспехи, да? Серьезно? Это волк какой-то, да, по-моему? Ну, или оборотень. Кстати, как его зовут-то? Я что-то не посмотрел. Ты кто? Разбинник. Маликет. О, неплохо.
Прыг, скок на тебя, ваншот и все. Прыг, скок, ваншот. Маликет, короче. Бешеный черт. Ну ничего, я смотрю, то, что его можно именно вот этим набором плюшек вынести, короче. Метеориты станет, то есть они его оглушат. Меньше скакать будет, а тут же и Тихея подключится, и его наложит свою эту штучку. С кровосисей. Ну, он уже вторая фаза, да? Да ладно, тебе не урчи. Ну вот, пропускаем. Ага, мы тучка еще портуемся, короче. Вот ты демон. И кровосища накладывает. О, вырубаем. Нормас. Ему бородка придет, если не мне. Быстрей. Ну тут только на Тихее, кстати, расчет. Блять, ну это дичь какая-то у него наступает. Сколько он там сейчас? 5 ударов сделал подряд. Ща его разъебашим. Главное вовремя переключаться между этими флягами. Сейчас тогда я лишнее убираю. Это не пригодится. Щит. Тоже не думаю, что. Еще мудрости. Давай еще мудрости. Буду храбр-мудр. Накладывает, короче, кровосток у тебя. Кровоток. Прыгает по колоннам и начинает беситься всецело. Поэтому... Ай, блядь. Надо вот очень ХП контролировать. Ну из пиздюлей первую фазу не начинать. А Тихея вообще застрял, он упал, короче. Тихея застрял в текстурах, он типа его ударил, его как-то отнесло, и поэтому он вообще ничего сделать не мог. Мы старались. Слушай, ну если этот предпоследний из 3 боссов, то типа следующий стрим можно ждать финал. Бля, он толстый, он стоит на этом узком мостике.
Блять, утырок. Причем я его вырубил. Так. Он жирный, стоит на этом мостике и прыгает прямо в тебя, и надо как-то его сбоку обойти, не свалившись в пропасть. Ну да, если... Ну, блин, надо и как-то и похилиться одновременно, и ману поднимать тоже. Да и фляги надо сразу же почти выпивать. Так даже побыстрее будет. Я в колонну запнулся. Но начало неплохое. Единственное, что он прыгает тут очень шустро, догоняет тебя очень быстро. Пока ты достаешь флягу попить, он тут же на тебя нападает. Ударяет, и хер его знает. То ли тебе ману, блядь, выпивать, то ли лечиться уже. Я думал, что эта локация гораздо больше будет. Прям в разы. Ну, типа многоуровневая какая-нибудь. Все куда проще. Так, а сейчас вот я не успеваю бежать. Метеор прилетел. Тихо. Копим. Тихо, что стоишь? В какую сторону? А, ну он его потравил, в принципе. Я вообще ему ни одного удара не нанес. Его тихее чисто отравой замочил. Два удара. Если хорошо все складывается в первой фазе, то во второй ты начинаешь как чмо просто. То есть ты вторую фазу начинаешь мертвым. Тут, наверное, надо было ничего не кастовать, просто сразу же, как только он появляется, сразу же куда-нибудь в сторону бежать, прыгать, я не знаю, перепрыгивать, потому что он тут же прыгает ровно в тебя. Так, ну тогда в первой фазе стараемся максимально замудить товарища этого. Так, немножко можно для приличия что-нибудь покастовать, но потом желательно куда-нибудь ввалить. О, опа, а не попал. Тихо. Контролем. И флягу. И флягу. Поражаешь снягу. Ну, он даже тихий ничего не снял. И сам очень много урона получил. Все, валит. Да блин. Да почему? Почему, если ты в первой фазе делаешь удар, то он переносится на вторую фазу анимации? Ну это как, блин?
странная херня, конечно. Это реально несправедливая шляпа. Слышь, в первой фазе, чтобы он тебе треснул во второй. Причем сработал поворот, и у меня перс между первой и второй фазой кастанул метеориты. Анимация пока длилась, но он засчитал анимацию вот этой вот направления стика. В общем, снова надеемся на счастливый случай, вот и все. Кстати, и бой постоянно по-разному начинается. Да. Когда-то он бежит на тебя, а когда-то не сразу. Ну, сейчас еще раз 5 сбегаем, получится до второй фазы дойти. Вот теперь я успею от него убежать. Он что-то доджит, как ёбнутый. Нынче. Где вы там? Давай. Вот надеюсь, у меня сейчас не пройдет вот это говно с анимациями между фазами. Все равно достал. Да как, блядь? Мне просто надо немного пожить. Просто чуть-чуть. Чуть-чуть надо пожить и все. Хер знает, я сейчас попробую просто нажать между фазами во второй фазе. Тупо бег кнопку, да. Уворот, потому что, по-моему, хуйня какая-то. Так вот только бежать в какую сторону, вопрос, конечно. Так, ну, рандом хороший получился. Главное этот момент не просрать. Эй. Дядя, старина, ты не теряйся, блять. Камера колонны ловит, блять. И колонны важнее, чем бой с боссом. Все, вторая фаза. Да, блядь, ну эта анимация перенесена опять. Опять перенесли блядскую анимацию между фазами, нахуй. Ну вы серьезно? А как я должен вычленить этот момент тогда? Пизда.
Я должен ориентироваться, по сути, по здоровью, и тогда ничего не кастовать. В чем дело? Мне, сука, один удар, блядь, попадается между фазами, и все. Либо есть вариант просто ничего не делать. Пускай Тихей его мочит. Там чуть-чуть подмагнуть в самом начале, а потом тупо ждать и бегать куда-то в сторону. Ёбань какая-то вообще. Хуёвый рандом. Ага. Ну ты что мне говорил? Он слишком жирный, на мосту тебя, блядь, встречает и все. Надо так, чтобы он совпадение получилось, чтобы он не сразу начал тебя атаковать. Как только он на тебя летит, короче, ты покойник. Но я считаю, что это несправедливая тема, когда у тебя, блин, одна анимация перескакивает во вторую фазу. Вот сейчас рандом нормальный. В бочину ему прям. Только 3 метеорита полетело. Ай-яй. Вот он. Так, ну все, он там Тихей занимается. Пусть играет, ребят. Да, еще ему чуть-чуть. Нахуй там. Тихий, это где ты? О, рванул. Вот так. Я не знаю, я сейчас просто вперед буду нажимать и быстрый бег. О, и смотри, как повезло. Сука. Я решил, короче говоря, отхилиться. Думал, он с моим стихией мочится. Нет. Нет, он стреляет и прям в меня. Отстойный босс. Чисто рандом. По крайней мере, начало первой фазы. Жира не очень много, но во второй фазе более бешеный. Быстрые удары по всей площади. Что с ним делать, хер знает. Не попал. Вот. Перекатами, блядь, ты уебываешь просто в сторону. Он тебя добивает на этом самом мосту. То есть ты, блядь, бой начинаешь с удара просто. А там как повезет. Либо Тихею кастовать позже. Чуть дальше моста пробегаем.
Та-да-дам. Уже Дихей ему в ебло насылал. Делов всяких. Да, отличное начало фазы. Я где-то на земле. И без здоровья вообще. Ну слушай, валить прямо за эту колонну самое то, по-моему. Лечимся. Вот так. А ты сам спрятался. Нет, чувак. Да, блядь. Чего, блядь? По-моему, он слишком быстрый для метеорита. Ну, вот что-то такое. Все, и полетели дальше. Прямо увороты, увороты. Быстрей. Живи тихея. Все, хана им. Если не мне. Кто кого? Ха, я сдох первый. Ой, точнее он первый сдох. Ну и что, засчитают? Засчитали. Воспоминания о черном клинке, хорош. Я чисто от кровотока сдох. Какой урод вообще. Чё и чё? Я так понял, этим кинжалом надо разрубить шипы в столице. Руна смерти свободна. И зловещий рок смерти навис над Междуземьем. Надеюсь, это не финал. Дали пику точно. Ну да. Но огонь также сожжет густые шипы. Вот. В столице которой. Ну, короче, пизда дерево. Мы его спалили нахуй. К чертям собачьим. Прощай, погасшая душа. Надеюсь, это не финал. Скоро ты обретешь власть над Элденом. Да не вопрос, давайте. Дайте дверь. Не, серьезно, это не финал хоть? Я бы хотел финальных боссов позырить еще парочку. Там их двое. Выспались. Наелся и спит. Так, ну это не финал. Дерево спалили однозначно, но есть костер. Лейндл, столица пепла. Ах, как выглядит знакомо. Ну да, это типа третья часть. Допустим.
Может посидеть? Она у меня все полно. Серьезно, у меня где-то души тут валяются? Так, я оказался в столице. Но только как-то через жопу находящийся. А руны у меня вон тут аж лежат. Маликет черный клинок. Ну-ка отдавай-ка мои денежки. То решил он. Сокрушенный фарм Азула. Ну-ка денег за него дали. 220 тысяч. Вот о чем я и говорю. Охуевший. Бабки дали и выбросили куда-то. Карту. Так, очухался. Че я где? Столица. Что-то там пепел. Вот, Лэндл. Столица пепла. Либо мне эту столицу заново, типа они предлагают все оббегать. Встречая, возможно, даже мини-боссов по дороге там каких-нибудь. Возможно. Столица так-то не маленькая. А может быть сейчас будут такие короткие пути вообще. Че? Понятно, ничего. Все расхерачено. Так они типа предполагают, что это с пепла все налетело. С дерева пепел, типа того. Ну это големая третья часть. Прям вообще в копейку просто. Надо искать, куда подняться. Так, вот, по-моему. Да, вот это место я помню. Тут подъем. Возможно, сейчас вообще типа беспрепятственно мне дадут добежать сначала до одного босса, потом до второго. Возможно. И все, типа финал. Если я быстренько их успею завалить за 35 минут. Плюс-минус так-то и писал. Чё, кто? Кто такой? Тебе что надо? О, я знал, что ты придешь, чтобы предстать перед кольцом Элден и получить титул повелителя. Что ж, это прискорбно. Я восхищаюсь твоей храбростью, но, увы, тебе придется ставить свои притязания. Королева Марика возлагает на нас большие что-то там. Сэр Гидеон. Ну-ка, тихее. Вас. Офнер всеведущий. А посмотрим, насколько он всеведущий. О, отхиливается. Шикарные боссы пошли. Вот я про что говорил, то что несколько кинжалов. Хей. Ох, мне эту мразь. Давай, сейчас добьем. Если лечиться, эта сучка не будет. Бля, ну он лечится. Это маг какой-то, борзый. Давай, давай, давай. Баста. Че, в глубине души, я знаю, погасшей душе никогда не стать повелителем. Даже такой, как ты. Ага. Человеку не под силу убить Бога.
Хуй соси, губой тряси, мужчина. Скипетр всеведущего, но это палка, видимо, для меня. Шлем всеведущего, доспех, перчатки, понож. Шлем всеведущего. Жизнь задает, но мудрость отбирает. Херня, короче. Так. Наверх надо. Вон туда, в ту арку. Сейчас, наверное, надо будет, пока дойти до этой арки, еще там с тремя чуваками, наверное, побиться. Что качать? Жизу давай. Похер, до 40. Я забыл, как я туда поднимался. Вроде здесь где-то. Нет. Так, и не здесь точно. Там, по-моему, лифт какой-то должен быть. Кажется, с этой стороны. Но я тут как-то лестницу скидывал. Я помню. Угу, уже не считается. То, что было, прошло. А только на балкон. Да. Хотя, может быть, и сбоку какие-то выходы есть. А, да. Так, давай попробуем забраться. О, начинаю приблизительно плюс-минус вспоминать эту локацию. Ну хорошо, что никто пока не отвлекает, бежишь сюда. Все как бы работает. А, там еще один босс меня ждет. А я не знаю, сколько их там, 4 или 3 по ходу дела. Лечение древа Эрт. Ну, это молитва. Все и так полное. Зачем вот сейчас много так костров делать, я не знаю. Кстати, этого босса можно забагать. Если что-то там треснуть в туман, по-моему, запрыгнуть на эти перила и выйти из игры, потом зайти еще раз, то он вообще как тряпочка себя вести будет. Правда, до первой фазы. Что такое? Опять этот Магрит? Ну сколько можно? Я не знаю, это уже какой там 4-й, 5-й раз мы с ним бьемся. А нет. А, да, да. Давно не виделись, Маргот. Только он теперь какой-то магический весь. Долгой и тяжкой была твоя битва. Погасшая душа воителя. Ну да. Душа, лишенная золотой благодати. Знай, кольцо Элден покоится совсем близко. Ну да. Сейчас вот этого надо завалить, потом еще 2 босса. И все, и финал.
К несчастью, я вернулся. Ну, на самом деле ты, мужик, уже задолбал, честно. По-моему, дважды мы с ним бьемся, уже трижды. Чтобы вновь удостоиться встречи с ним. Походу, именно на этом боссе у Хидетаки закончились идеи, но надо было что-то поставить. Кого-нибудь. Ибо имя мне Годфри, да. С Годфри мы уже бились. Я первый повелитель Элдена. Знаем, помним. А я ему дзы. Чё, где камера-то? Понятно, камера снимает все что угодно, только не их. Я так понимаю, челик у нас двухфазный, да? Потом он побольше станет, пошустрее. Он любитель разнообразия. mr.тостер. Хидетака не любит разнообразия нынче. Он любит разнообразие. Просто он это как... Слишком много боссов, и у них просто... Они, наверное, забыли. Они, наверное, забыли просто, что делали, а что не делали. mr.тостер. Двухфазный как розетка. Тут, короче говоря, очень много боссов повторяется. Бьешься просто с одними теми же, только у них и чуть-чуть могут атаки поменяться. Но не всегда вообще. Давай, тихий фас. Ну, коль такая пьянка. Он как этот прям шваранул молоток свой. Так, ну на него комета заходит. Его кометой тоже можно долбануть. Сейчас попробую. Надеюсь, рефайтов не будет. Ну, типа, короче, если ты на этого проходишь второго, но дохнешь на третьем, тебе заново вообще все троицу надо проходить. Это будет вообще тогда пососная херня. Тогда Хидетака просто пошел в очко. Так. Да все. Но толпой мне что-то понравилось даже Микелу валить. Она прикольная, когда вы троем. Так. Хлоп. Заходим. Ихею. Ихею. В сторонку. Вот так вот. И давай вот отсюда. Ихея фас. Все взрывается, нихуя не видно. Но, в принципе, времени сейчас было, по крайней мере, полно, чтобы прям за дверью бахнуть и флягу, и тихию позвать. Комета должна зайти. Должна. Андрей Тихонов. Комета зашла. Должна зайти. Он особо не прыгает, походу.
Вторая фаза. Я даже в сторону никуда не отпрыгивал. А вот теперь надо по-другому что-то делать. Не прокатит стопудово дважды его кометой долбануть. Вот и все. Ты заслужил добрую службу, Серов. Серов. А что же ты маленью не соло-то убил? Да пошла на лачку. Босс не обязательно. А что же ты маленью не в соло-то убил? Сам в том, что я ее завалил. Че? Ну, он, короче говоря, превратился в полулева, полу какого-то мужика. Ага. Довольно я осыпал тебя милостью. А башмаки отстойный. Бля, какой. Чиханул, короче. Зачем? Теперь я буду сражаться как Хуара Лукс. Воитель. Будь и случай. Я думал ваншот. Ну, ваншот. Причем моя комета Азура с переходами между фаз его добивала, меня самого портанули где-то метра на 1,5 от этой кометы. Вообще, что с игрой происходит, блядь? Такая кривучая вообще. Так, давай первым делом Тихею, потом флягу и этот какой. Тихея, фляга и комет. И все. Тихо наем. Тихея. Оп. Оп. Наверное, рано, да? Не попал. Короче, тут надо ему удачно пиздануть, чтобы комета нормально сработала. И тогда он к тебе вообще подойти не сможет. Этот босс, в принципе, ну, не считая анимацию атак, точно такой же почти, как и вот этот вот с кровосисей прыгал. Поколол им. Они, блядь, одинаковые почти. Только по-другому называются. Ну и то же самое атаки. У прямой там и так далее на площадь. Прыг-скок с другого конца поля и все. Сейчас я поближе подойду. Вот примерно так. Угу. Его желательно по кругу съебывать.
Да ты заеб. Долго топать будем. Уебище, он туда разбивает. Давай, давай, давай. Куда-то в сторону надо доджить. Ба-ба-ба-ба-ба. Ага. То есть он специально за тобой бежит. Ну да, варианта. Либо прям бегом также начинать вторую фазу, как и с предыдущими двумя боссами. Ну, я имею в виду Микелу и этот какой. И вот этого полуволка. Кстати, они тут опять. Второй полуволк подряд. Вот. Тоже вторая фаза начинается с того, что ты просто удираешь от этого ваншотающего удара. Либо полное здоровье иметь. Потому что он тебе сносит, сколько там, где-то процентов 85, по-моему. Я посмотрю. Я бы, наверное, еще Тихею попробовал бы поменять на этот, как его, на каплю. Ну, почти вторая фаза. Мы же ему сняли больше половины. Я сдох, чтобы вторую фазу начала посмотреть и умереть прямо на ней. Уебаный, а куда ты ломанулся, за Тихей? А че не за мной, кстати? Я, видимо, уже как объект физически не считался, но игра посчитала меня наебануть просто. Нахуй мне это показывать было, я не понимаю. Засчитали бы проигрыш уже сразу же. Нет, блядь, посмотрите вторую фазу. Дебилизм. Попробовать каплю. Хея, конечно, молодец, но капля, по-моему... Сейчас мы его заколдуем в 2 смычка так-то. Возможно. Ну-ка, иди сюда. Ваншот, сука, но вторая фаза, по сути. Сразу же. Да, я о чем и говорил. Секунды какие-то просто надо выждать, чтобы он добежать до тебя не успел. Сейчас он с каплей, короче, в 2 смычка кометы Азура его выебнем просто, да и все. Главное просто вот именно момент расстояния подобрать, чтобы он не успел до тебя добежать и треснуть. Но еще нужно, зависит, наверное, от того еще, с чего капля начнет. Потому что капля, по-моему, всегда бой по-разному начинает. Когда-то с кометой Азура, когда-то еще чем-то швыряется. Он же может и метеоритом просто долбануть ее. Ну, я полечусь, пока он ко мне идет. Давай, цыпа, цыпа, цыпа. Где капля? О, добивай. Сука. Все, он топать перестал. Да ёб твою мать, ты задолбал атаки сбивать. Не то. Такой уебан вообще. Ну, начали неверно. Причем мы его сразу же доводим до второй фазы.
Мгм. Значит, надо высчитывать расстояние. Чем дольше он живой, тем, наверное, чаще будет топать начинать. Если топает, то он сбивает твою атаку. Стопудово фишка в расстоянии. Так, можно по клеточкам ориентироваться. Вот, допустим, вот эта клетка. А, ну да, я же не учел то, что капля у меня забирает здоровье. Бля, я не вижу, сколько клеток. По-моему, на третью я стою. По-моему, капля, короче. Да, не по-моему, капля забирает полздоровья. Че за бронь? Это этот, как его? Андрей, Хослоу. а чё за бронь такая? У меня такой нет. Это Хослоу. Рогатый мужик, фантом в этой в долине великанов. Ну, шапку я его не стал одевать, мне мудрость нужна. А и вот как раз тебе отметочка, где его ебашит. Иди-ка сюда. Чумадан. Все, и вторая фаза. Я говорю, главное расстояние. И он не успевает за мной. Та-да! Да-да-да. Я не успел, блядь, с этой дырки ебаной отойти. У него долгие замашистые удары, мне нужно было 2 фляги бахнуть, я бы его добил. Вот уродец. Кстати, и капля с другой, с атаки неподходящий начал удар. Точнее, не удар, а первую фазу именно. Он появился и отбежал куда-то в сторону. Я смотрел на то, что какую-то херню там швыряет вообще. Не в тему. Надо, чтобы мы вдвоем с кометы Азура начинали. Тогда этот пидор по-любому не выживет, даже добежав до меня. Он не успеет ничего сделать. Так, оп. Оп. Ну давай быстрей. Оп. И вот сюда. Встаем. Давай, поехали. Капля где? Да он, блядь, опять какой-то хуйня. Зачем он швыряет эти штуки свои? Вот надо чем ебошить-то его. Он начинает с этих, с магии кристаллов. Мелкие вот эти вот камушки начинает постреливать. Так делать не надо. Возможно, есть какой-то определенный алгоритм, при котором он именно так будет делать. Сейчас посмотрим. Чисто вероятность какая. Сейчас делаю то же самое. Раз. 2. 3. На клетку. Хуярим. Вот. Изменил поведение. Джага-джага, как говорится. Добиваем. 2.
Вторая фаза. Сразу же бежать, причем можно даже к нему. До свидос. О. Вот она, анимация долго проигрывается. Я как раз не попал под эту раздачу. Ну, один удар остался, быстрее. Он еще раз толкнет. Вот. И я его тут подлавливаю как раз на эту тупую анимацию. До свидос. Предсказуемый, ёбнутый урод, вот и все. Кстати, повторный босс задолбал. Легенда падла. Воспоминания о Хуаре Луксе. До свидос. Давай, мы костерок зажгем. 300 тысяч дали его. Ебать ты, Люся. Вот чё сразу за боссов не давали в самом начале-то столько? За каждого бы босса напихивали побольше. Давай, так, побольше сделай. Ну, типа босса прошел, тебе хотя бы, ну, не по 50 там тысяч, а по сотке хотя бы давали, а за остальных по 300. Ну, типа фиксированная какая-нибудь штука. Да, хоть босса посмотрим, у меня типа есть минут 10. Два босса осталось. Финально. По-моему, если на этом проигрываешь, точнее, этого если выносишь, но на следующем проигрываешь, то заново обоих проходишь. Висит такой весь. Сиськами. А, это баба, что ли? Имбата сейчас с ума сходит просто. Это Марика, но потом становится Радогодом. Марика, но потом становится Радагон. Ишь ты подишь. Я флягу ёбну, комета ему пиздану, и будет обычный покойник. Но вот я думаю, что этот сложнее, чем тот, следующий. Хотя знаю вообще Dark Souls, последние боссы, они чмошники вообще, последние. Каплем. Понятно. Я ошибался свои. Беру свои слова надо. Как он его в ебучку просто пощечину треснул. Капля, наверное, наш охуел просто. Я позырим. Может быть, Тихея? Бля, аж слепит в натуре. Да давай ты не урчи. Андрей Тиханов. Он то один молнию кидает, то два и хозяин из минус. За чего так?
Ну, понятно. Рандомное действие. В третьем Dark Souls так было. Когда финальный босс тебе просто рандомно напихивает. Так, надо что-то другое. Ага. Ну, половинку-то я у него съебнул. С последними двумя заново, да, по-моему, проходить тихо. Просрал на одном, проходишь за обои заново, да? Они типа как две фазы просто. Давай еще разок и хорош на сегодня. Так его учить потом. Я думаю, что комета на него не покатит. Но вот можно меч попробовать. Меч и тихее. Андрей Тихонов. За раз-два. Ну, я так и понял, что... Не, хорош. Хорош на сегодня. И так сколько боссов, штук 5 я сегодня, или сколько там завалил. Я уже подустал просто. И они довольно-таки непростые. Идут подряд практически. Отдыхать тебе в основном не дают. Расслабиться и поизучать локацию. Ну, вот это вот, там, где вихревая локация была, там довольно-таки она небольшая. Я думал, она гораздо больше будет. Будет, так сказать, что поизучать. Ну, там можно, конечно, побегать, но ничего такого прям принципиально крутого ты там не найдешь. Вот. Что за короля Драга? Андрей Тихонов. Короля Драга. Короля драконов, а он, по-моему, вот в этой вихревой локации, да, как раз Андрей находится. Тихонов. Драконов убей. Я потом посмотрю, где он находится, и тогда можно следующий стрим как раз начать с короля драконов, и потом вот этих двух боссов дрочить. Вот, я посмотрю хотя бы, как до него добежать, чтобы это... Я смотрю, Андрей Тихонов. Фаруми, ага. по-моему, там, где птиц много сидело, короче, я думаю, что он там находится. Ну, надо посмотреть, короче, при каких условиях он открывается. Вот, а так все по идее. Ну, я не знаю, король драконов, он же тоже типа опциональный. Хочешь мочи, хочешь нет. Стопудово я таких дополнительных боссов еще штук 5-10, наверное, пропустил. Не всех убил. Наверное, я не знаю. Может быть, именно всех завалил. Не в курсе. А они же прячут некоторых боссов еще. Плюс еще надо учитывать там, какие квесты решены правильно, неправильно, при каких этих развитиях. Андрей Тихонов. Там магия ЗБ. Я видел этого короля драконов, но только я забыл, как к нему бежать. Поэтому валил по факту, что нашел. Что попадалось мне вот на этой локации с вихрями, то и убивал. Ну, посмотрим. Насчет короля драконов посмотрим, не знаю. Ну, я думаю, с него следующий стрим можно и начать. А потом вот этих вот гавриков дрючить, чтобы аж игра пройдена. Я думал, что сейчас какой у нас 18-й стрим. Я думал, где-то стримов в 25 уложусь. Оказывается, чуть-чуть поменьше выходит. Но еще неизвестно, сколько я с этим просижу. С последним боссом. Я думаю, вот этот первый-то челик жесткий, а второй, наверное, попроще будет. Я не знаю. Это Хидетака со своими промами. Ждать можно всего, что угодно. Ладно, ребят, спасибо за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии, там все остальное. Вот.
На дневной стрим тогда увидимся через пару дней. Даже получается послезавтра. Да, послезавтра будет следующий стрим по Elden Ring. А там посмотрим, как что. Давайте. Всем удачи.